но растут они теперь по-разному. Орхидея калейдоскоп. Ну, кажется, что у нее больше листьев. Да, может быть, немножко больше. Но она уже начала растить корни. Смотрите, от шеи появились новые корни. Вот здесь был маленький закукленный корень. Посмотрите, она вырастила почти 2,5 сантиметра новый корень. В горшке тоже начали раскукливаться корни. Добрый день, друзья! Сегодня рассказ о двух новых орхидеях. Но новые они, потому что я их купила месяц назад и показывала вам, что я делаю с орхидеями после покупки. Вот прошел месяц, я вам их показала первый раз 9 июля. Лежать, лежать, Сюма. А теперь расскажу вам, что произошло с ними за этот месяц. Вот куплены в одно и то же время, что-то они одинаково делают, а что-то совершенно по-разному. Одна орхидея биглип калейдоскоп, другая орхидея черная фронтера. Давайте начнем с того, что же делали одинаково эти орхидеи. Они одинаково сбрасывали бутоны. Ссылку на первое видео я оставлю в правом верхнем углу экрана, и вы можете посмотреть, что бутонов было много, и цветов было распущенных значительно больше, чем сейчас. Вот какие-то бутоны они сбросили, какие-то распустили. У орхидеи калейдоскоп цветы получились чуть меньше, чем были первые цветы, с которыми я ее покупала. А у фронтеры цветы даже стали, по-моему, крупнее, чем были. Но распустила она всего 3 бутончика. Вот это они абсолютно сделали одинаково. И сбросили цветы, и бутоны, и распустили цветы. А что же у них происходит по-разному? Ведь поливаю я их, стоят они в одном месте у меня, но растут они теперь по-разному. Орхидея калейдоскоп. Ну, кажется, что у нее больше листьев. Да, может быть, немножко больше. Но она уже начала растить корни. Смотрите, от шеи появились новые корни. Вот здесь был маленький закукленный корень. Посмотрите, она вырастила почти 2,5 сантиметра новый корень. В горшке тоже начали раскукливаться корни. Корешки растут отовсюду. Вот там в глубине тоже есть корень. Листья тургор не теряют. Она еще цветет. И, как мы обычно говорим, когда орхидея цветет, она не растит корни. Но бывают индивидуумы, которые умеют и распускать цветы, и растить корни. Но это первый сигнал к тому, что орхидея скоро отцветет, скоро сбросит свои цветы. Видимо, до покупки она где-то активно цвела, и вот ее время наступает растить корни. Листика еще нового нет, но вот этот самый-самый верхний листик она подрастила немножко. То есть она переходит из цветущего состояния в вегетативное состояние. И когда у нее будет много этих новых корней, ну они подрастут до грунта, и в горшке вот эти молодые корешки более активно начнут свой рост, я ее смогу пересадить. Даже осенью. Потому что у
фаленопсисов нет периода покоя. Они или растут, или цветут и делают это постоянно. Это бульбовые орхидеи могут уйти в период покоя, а фаленопсисы в период покоя не уходят. Но это то, что касается активной орхидеи. А фронтера, она не такая активная. Посмотрите, у нее в горшке появились сухие корни. Листик она не растит. Она цветет, она даже веточки засушила. Вот здесь были веточки, на которых были цветы. Вот она их засушила совсем, я их отрезала. В горшке корней не видно. Но я ее покупала с очень небольшим количеством корней. Корни были только вот здесь от шеи, здесь и здесь. И пока она эти корни раскукливать не собирается, она цветет. Сухой корень можно отрезать, он ей точно не нужен, он стал совсем деревянным. Такие корни я отрезаю, даже когда орхидея еще цветет. Но ни одного нового корня или раскукленного корня у нее не появилось. При этом орхидея тоже не теряет тургора, радует меня своим цветением. Но она вот так шатается в горшке. И мне это совсем не нравится. А почему она шатается? Потому что у нее очень мало грунта. Но если я сейчас начну насыпать грунт, вот эти фласочные маленькие листики, они окажутся в грунте и начнут гнить. А грунт ей подсыпать нужно для того, чтобы она не шаталась, и вот эти корни тоже находились в грунте. Поэтому я отрываю эти листики. Вот один маленький листик и второй. Я сейчас вам покажу, он даже желтеть начал. Видите, он желтеет уже. Да, он и сломанный, маленький там. И для того, чтобы орхидея чувствовала себя более комфортно в посадке, я добавляю небольшое количество свежей коры. И когда буду поливать по краю горшка, эта кора тоже будет влажная. Она будет не только способствовать росту орхидеи, но и удерживать ее в горшке, что для орхидеи очень важно, чтобы не было движения, вот этого шатания. Орхидеи всю жизнь растут в природе, в естественных условиях на одном месте. Да, конечно, там ветер, они шатаются на ветру, но у нас-то с вами неприродные условия. Поэтому нужно, чтобы орхидея, во-первых, стояла в одном и том же месте, чтобы она адаптировалась к вашим условиям. И вот эти болтания в горшке ей не нужны. Почему именно вот эти шатания, болтания не нужны? Когда она прикреплена к дереву, она прикрепляется корнями очень плотно. И вот корни-то у нее никуда не гуляют. А сама орхидея, сами листья, конечно, могут какие-то движения испытывать, но корни при этом не движутся. И для орхидеи это очень-очень важно. А вот здесь плотная посадка, орхидея в горшке корнями никуда не шатается. Вот даже если я ее пошатаю, но будет шататься или какие-то движения испытывать верхние воздушные корни. А те, которые в горшке, они очень плотно находятся в горшке, и движения никакого там нет. Делаем так, чтобы она не двигалась и в этом горшке, и наблюдаем дальше. Посмотрим, через какое время у орхидей начнут расти листья. Ну а у орхидеи фронтера у нее может и лист сначала расти, а потом только корни. Бывает по-разному. Сначала корни, потом листья, или сначала листья, потом корни. В общем, продолжаем наблюдать за этими двумя орхидеями. А когда придет время пересадки, я вам обязательно это покажу. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.